Всем томатный привет! Друзья, этот выпуск будет особенным. И не только по той причине, что он посвящен томатным гномам. Конечно, это удивительные сорта томатов, в которые невозможно не влюбиться. И я действительно готовил большой обзор, в котором планировал рассказать вам о сортах гномов и про мой опыт в их выращивании. Но в процессе подготовки случилось одно непредвиденное и приятное событие. В поисках всей необходимой информации я дошел до самых истоков, и мне удалось связаться с человеком в Австралии, который основал этот проект. Ведь никто не сможет рассказать о томатах-гномах лучше, чем тот, кто создал это направление томатной селекции. Честно говоря, когда я отправлял сообщение с просьбой об интервью, я даже не надеялся, что мне вообще кто-то ответит. Но ответила мне в тот же вечер и согласилась дать интервью для зрителей моего канала селекционер из Австралии Патрина Наскес-Молл. Это стало для меня полной неожиданностью и огромным сюрпризом, а также большой возможностью узнать все необходимое о томатных гномах. По-прежнему не утихают споры, как выращивать эти растения, когда сеять семена на рассаду, как их посанковать и многое другое. Поэтому в интервью я постарался задать те вопросы, ответы на которые мне, как любителю выращивать томаты в целом и томатные гномы в частности, хотелось бы узнать. Единственной сложностью было, как ни странно, выбрать удобное время для общения, так как у нас совершенно разные часовые пояса, но мы смогли определить, что когда в Австралии вечер, в Беларуси еще утро, и разговор состоялся. Представляю вашему вниманию интервью с селекционером из Австралии, создателем проекта «Томатный гном» Патриной Наскес-Молл. Добрый вечер, Патрина. Я знаю, что в Австралии сейчас вечер, и прежде всего позвольте сказать вам спасибо за то, что предоставили мне такую прекрасную возможность взять интервью у вас, как у основателя проекта «Томатный гном», чтобы рассказать моим зрителям больше об этих сортах. Привет, Алекс. Я рада, что могу поговорить с тобой о проекте. Пожалуйста, можешь задавать мне вопросы. Окей, мой первый вопрос звучит так. Как появился проект «Томатный гном» и почему вы решили уделить внимание именно этому направлению томатной селекции? В 2004 или 2005 году я решила начать заниматься огородом как хобби. Я искала в интернете информацию и наткнулась на форум, который был посвящен томатам. И я подумала, это очень странно, как целый интернет-форум может быть посвящен помидорам. И скоро я начала интересоваться различными сортами томатов. Я встретила Крейга Леулье на этом томатном форуме, и он говорил о том, что существует очень мало сортов, именно штамбовых томатов. Их было всего несколько с мелкими плодами красного цвета. И он подумал, что нам стоило бы скрестить какие-то высокорослые сорта с карликовыми томатами, чтобы мы могли вырастить помидоры такого же цвета, аромата и прочего, что есть у высокорослых сортов, но получить все это на более низких и удобных растениях. Томатные гномы – это удивительно красивые растения. Я знаю, что вы стояли у истоков создания самых первых из этих сортов. Опишите свои впечатления, когда вы впервые увидели, как выглядит томатный гном. Впервые я увидела их, когда посеяла из семян, который передал мне Крейг Леулье. И у меня тогда не было особого опыта в выращивании вообще чего бы то ни было. И когда я увидела, как они растут по сравнению с обычными сортами томатов, я подумала, что они очень красивые. Это видно уже в стадии рассады. И я по-прежнему думаю, что они действительно привлекательные, компактные, с большими листьями, более темного цвета. Они очень красивые. Существуют тысячи различных томатов, которые выводят по всему миру. В чем вы думаете основные преимущества томатных гномов перед другими сортами томатов? Одно из главных преимуществ – это, конечно же, размер растений, потому что они не вырастают такими высокими. Они гораздо более управляемы и в среднем вырастают до 1 метра высотой. Очень крепкие и довольно мощные. Они не завалятся до тех пор, пока не нальют плоды. Когда они наливают плоды, то становятся довольно тяжелыми. И, конечно, им нужна опора или клетка, или что-либо другое, что будет поддерживать их в вертикальном положении, особенно там, где бывает ветрено. Лично я использую клетки для того, чтобы выращивать их.
Но я считаю томатных гномов не только очень привлекательными, но они также отлично защищают плоды от солнечных ожогов благодаря своей большой листве. А также такие листья позволяют лучше проходить процессу фотосинтеза и направлять всю эту энергию на питание томатов. Поэтому вы получаете еще и замечательный вкус благодаря такому типу растения. Существует мнение, что томатные гномы в рассаде растут очень медленно. Так ли это? И когда вы советуете начинать сеять эти томаты на рассаду? Я не выращиваю обычные высокорослые сорта последние 15 лет, поэтому мне действительно тяжело сравнивать разницу между рассадой томатных гномов и обычных сортов, поэтому я не могу точно ответить на этот вопрос. Я начинаю сеять свои семена примерно за 8 недель до высадки растений на грядке. Первые 4 недели они растут в небольших ячейках в контейнерах. Каждый контейнер разделен на 8 ячеек. Через 4 недели я достаю их и пересаживаю в емкости большего объема на следующие 4 недели, а потом уже высаживаю в огороде. Мои зрители часто спрашивают, где лучше выращивать такие сорта, в теплице или в открытом грунте. Что бы вы могли посоветовать? Я бы, конечно, остановилась на том, чтобы выращивать в открытом грунте, под солнцем, если есть такая возможность. Я никогда не выращивала томаты в теплице, поэтому я не могу сравнивать, но вообще я думаю, что природа, конечно же, даст лучший результат. И поэтому я всегда отдам предпочтение выращивать именно в открытом грунте. Несмотря на порой не самый высокий рост, томатные гномы могут быть очень урожайными. Есть ли у вас свой способ получить хороший урожай с томатных гномов? Обычно я позволяю томатам расти так, как они хотят, и слишком сильно их не пасынкую. И также в рамках этого проекта мы советуем не удалять пасынки. Я знаю, что при выращивании высокорослых сортов люди часто оставляют на растении только 1 или 2 стебля, но мы советуем выращивать гномы во столько стеблей, во сколько они захотят. И вы получите определенно вы получите лучшую урожайность таким образом. Но, конечно же, я всегда удаляю несколько первых пасынков, которые растут под первой цветочной кистью, потому что в противном случае существует возможность попадания брызг на растения, когда вы их поливаете. Грязь разбрызгивается, и это может вызвать болезни томатов. Но далее я их вообще не пасынкую до самого конца сезона. А в конце сезона, когда мне уже не нужно, чтобы растение навязывало новые плоды, я удаляю некоторые цветочные кисти, которые мне уже не нужны на этой стадии. Но в целом просто позвольте растению дать столько, сколько оно хочет, таким будет мой совет. Существует мнение, что поскольку томатные гномы выведены в довольно южных регионах, например, в Австралии или на юге США, то они будут плохо расти в более северных странах. Так ли это на самом деле и существуют ли сорта, которые могут расти при не самом благоприятном климате? Это интересный вопрос. Существует несколько сортов из проекта «Томатный гном», которые выращивают в Тасмании. А в Тасмании довольно холодный климат, там очень короткий летний сезон. Но люди, которые выращивают гномы там, начинают сеять их раньше в помещении, чтобы рассада была готова к высадке в грунт уже весной, как только уйдут последние заморозки. И там они вырастают очень урожайными. И на самом деле, я думаю, что вы получите лучший результат в прохладном климате, нежели в жарком. И, конечно, одна из самых неприятных вещей – это не только жара, но и влажность. При высокой влажности пыльца плохо разлетается, она слипается. И таким образом естественное опыление растения становится очень слабым. И фактически в этом сезоне в Австралии, на восточном побережье Австралии, был худший сезон для томатов, с которым я когда-либо сталкивалась. Именно из-за высокой влажности и постоянных дождей, и фактически я всего лишь 1 раз поливала томаты с тех пор, как высадила их в октябре.
Моим советом в этом случае будет взять электрическую зубную щетку и воспользоваться ей, чтобы встряхивать цветочные кисти. И тогда они будут опыляться гораздо лучше при высокой влажности. Но если говорить в общем, я действительно думаю, что томаты предпочитают более прохладный климат. Вы выращиваете томаты уже много лет и успели попробовать самые разные. Можете ли вы назвать, может быть, ваш топ-10 самых вкусных томатных гномов? Я думаю, что у меня так много любимых сортов. Это сложный вопрос, но самые лучшие, от выращивания которых, я думаю, никогда не смогу отказаться, из проекта «Томатный гном». Это сорта «Нефритовая красота», это зеленые небольшие помидоры, которые остаются такими и при созревании. «Летнее золото» — это абсолютно вкусный томат с плодами большего размера, биф-томатами. Улуру охра – это совершенно точно один из моих любимых сортов. Он настолько нежный и вкусный, и действительно со сложным, насыщенным вкусом. Девушка из Локстона – это мой любимый оранжевый томат. Вкус просто превосходный, ароматный, со сладостью, нежный, сочный, определенно фаворит. Это что касается оранжевых томатов. А если говорить о коричневых, то мне очень нравится сорт Маралинга. Это также салатный томат с очень глубоким цветом на разрезе и коричневым оттенком снаружи. Также тасманский шоколад, очень урожайный, а также очень вкусный коричневый томат. Розелла пурпле – определенно еще один любимый сорт. Некоторые говорят, что по вкусу он очень напоминает сорт томата чероки фиолетовый, но я не могу ничего сказать, поскольку давно его не выращивала. Я не выращивала чероки фиолетовый уже 15 лет. Розелла малиновая – это розовый томат, очень-очень вкусный, а также куронг пинк. Очень урожайный томат с плодами чуть поменьше. Это не биф-томат, скорее среднего размера. А что касается моих любимых красных томатов, то я люблю сорт томатного гнома «Сладкая Скарлетт», безупречно вкусный томат, так же, как и сорт «Танунда красная». Вот таким будет мой список любимых сортов. Я думаю, я упомянула каждый из них. Вы являетесь участником инициативы семян с открытым исходным кодом. Можете ли рассказать мне, что это и какие цели у этого движения? Да, я наткнулась на инициативу с открытым исходным кодом семян в интернете, и меня очень заинтересовало, что они связывались с людьми, которые занимались селекцией всех сортов овощей, фруктов и вообще чего угодно, потому что селекционеры были единственными, кто мог дать разрешение, чтобы их разработки были защищены этой инициативой. Цель состоит в том, чтобы быть уверенными, что их разработки всегда будут в открытом доступе, потому что такие компании, как Monsanto, были бы рады взять их под контроль и использовать их генетический материал, вероятнее всего, чтобы в дальнейшем сделать их генетически модифицированными. И также, чтобы, я забыла, как это называется, когда ты можешь по закону запретить людям выращивать растения и собирать свои семена. Хотела бы я вспомнить это слово. Прошу прощения. Но в любом случае это обозначается как собственность крупных компаний, как Monsanto. Потому что фактически нет законных способов удержать их от воровства разработок селекционеров. Но, по крайней мере, тот факт, что эти разработки обозначены как семена с открытым исходным кодом, означает, что они будут доступны для всех и каждого, чтобы их выращивать и собирать семена, делиться ими и не препятствовать другим людям пользоваться этими семенами. Это очень важное обозначение. Поэтому мы гордимся быть частью этого. И все сорта в рамках проекта «Томатный гном» помечены как сорта из инициативы с открытым исходным кодом семян. Поэтому есть пометка, которую мы высылаем вместе с семенами, в которой сказано, что они не могут быть запатентованы. Вот то самое слово, которое я искала. Они не могут быть запатентованы, и никто не может быть ограничен в их использовании. Да, я думаю, вот примерно так.
Селекция томатных гномов стала довольно широким мировым движением. Скажите, как селекционер может стать частью проекта «Томатный гном»? Над проектом сейчас работают только в северном полушарии, потому что я перестала заниматься селекцией здесь, в южном полушарии, а я была единственным человеком, который занимался селекцией и выращиванием новых сортов здесь. Контактным лицом в северном полушарии является Крейг Леулье, и я могу дать вам его имейл для всех, кто, возможно, будет заинтересован в этой работе. Для нее требуется очень много волонтеров, чтобы вырастить несколько поколений этих томатов до тех пор, пока сорт полностью не стабилизируется. Их нужно вырастить в 8-м поколении, в 7-м или в 8-м поколении. И мы очень рады людям, которые вовлечены в эту деятельность. Поэтому позже я дам вам контакты. Патрина, большое спасибо за интервью, за то, что уделили свое время. Это был определенно очень интересный разговор для меня. Надеюсь, мы еще сможем с вами пообщаться. И в завершение я бы хотел попросить вас сказать пару слов для тех, кто решил выращивать томатные гномы. Спасибо, Алекс. Мне было приятно говорить с тобой о проекте «Томатный гном». Это моя гордость и моя радость. На самом деле, я думаю, что бы я хотела сказать людям, попробуйте посадить эти растения и оцените их на свой взгляд. Вам будет легко их выращивать. Вероятнее всего, вам действительно понравится их вкус. И это настолько потрясающе красивые растения. Вы можете выращивать их среди цветов, вы можете выращивать их везде. Не обязательно высаживать их где-то в углу со всеми остальными овощами. Они действительно очень красивые. Поэтому просто попробуйте вырастить несколько растений и убедитесь сами. Еще раз спасибо и до свидания. Всем пока! Друзья, что хочется сказать. Как вы поняли из интервью, выращивать томатные гномы совсем не сложно, а учитывая их преимущества и разнообразие сортов, хочется попробовать как можно больше экземпляров этой линии. На этот год я уже запланировал около 40 различных сортов томатных гномов, о которых обязательно расскажу вам в новом сезоне. Кстати, под каждым словом по поводу безупречного вкуса томата Улуру Охра я на собственном опыте подписываюсь, а те отсутствующие у меня сорта, которые были озвучены, я обязательно постараюсь найти и вырастить. Перед интервью я немного волновался, но Патрина оказалась очень простым, открытым и приятным человеком. Кстати, у нее есть свой YouTube-канал. Правда, там пока только одно видео, но я оставлю ссылку на канал Патрины в описании к ролику. И ваш лайк под ее видео будет самой лучшей благодарностью за ту информацию, которой автор проекта «Томатный гном» поделилась с нами. Вообще, конечно, очень здорово, что люди посвятили многие годы кропотливой работе над новым направлением томатной селекции и делятся этими достижениями со всем миром абсолютно бесплатно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я помог вам разобраться в том, как выращивать томатные гномы. Всего доброго. Это был канал Сад Удачи и до новых встреч.